Всем добрый день! Сегодня поговорим с вами о самой важной весенней подкормке роз для хорошего наращивания зеленой массы и для наращивания побегов. Весенняя подкормка очень важна для роз, для подпитки и также для активации роста. Большинство минеральных веществ, которые входят в состав подкормки, играют роль так же, как и обеззараживающие средства, повышающие иммунитет ослабленных после зимы растений. И в это время именно азот играет важную роль. Именно азот отвечает за наращивание зеленой массы. Листья становятся более сочные, более сочного цвета, утолщаются побеги, растения хорошо противостоят заболеваниям на розах и вредителям. Но до того, как пролить азотными удобрениями, за 1-2 дня до подкормки я внесла один из раскислителей. Им может быть мел или же зола. Я использовала мел. 800 граммов потребуется на 1 квадратный метр. Использовать я буду сульфат аммония сегодня. Здесь содержится 21% чистого азота. Очень высокоэффективное минеральное азотное удобрение. Очень хорошо растворяется в воде. И также можно использовать другое удобрение. Это аммиачная селитра фирмы Фаско. Тоже быстро растворяется в воде. Здесь содержится несколько больше азота, 33%. Но так как у меня растения есть такие, которые я недавно посадила осенью, и вот весенний период времени, поэтому для того, чтобы не нарушить корневую систему, для того, чтобы создать благоприятные условия, все-таки я буду использовать сульфат аммония, там, где азота содержится несколько меньше. Но оба эти удобрения азотные, они прекрасно будут для ваших роз. Можно также добавить еще суперфосфат, но в этом году я суперфосфат добавлять не буду, который заранее надо растворить в горячей воде. Итак, для того, чтобы подкормить наши розы, мне понадобится 10-литровая емкость. И туда я насыпаю полную ложку с небольшой горкой сульфата аммония. Прекрасно растворяется в воде. Хорошенечко перемешиваю и проливаю свои розы.